Приветствую подписчиков и гостей канала TravelNRF. Меня зовут Алик. Продолжая зимние прогулки по Армении, в этом видео хочу вам показать и рассказать о горном монастыре под названием Гигард, расположенном не так далеко от Гарни, обзор о котором уже, кстати, выходил на канале. Ссылку оставлю под этим видео. Гигард, кстати, является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в целой Армении. Гигард — это монастырский комплекс и в первую очередь уникальное архитектурное сооружение. Расположен монастырь в Катайской области Армении, в ущелье горной реки Гохт. Его полное название — Гигардаванг. Сразу стоит сказать, что монастырь внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия. Окружающий монастырь утесы является частью ущелья реки Гохт, которое также включено в список всемирного культурного наследия этой организации. По своей архитектуре он относится к типу крестово-купольных церквей с легкими и пропорциональными архитектурными формами. Монастырь основан в IV веке на месте священного источника ключевой воды, берущей начало в одной из пещер. В период язычества источник считался священным, и по традиции он продолжал почитаться и после распространения христианства в Армении. Первая обитель была основана в начале IV века святым Григорием Просветителем и получила название Айриванг, что означает пещерный монастырь. По сведениям историков, в IV, VIII и X веках в монастыре, кроме культовых зданий, имелись благоустроенные жилые и хозяйственные сооружения. К сожалению, первый монастырь был разрушен арабами в IX-X веках. Они разграбили его реликвии и сожгли библиотеку. Из ранних сооружений к нашим дням ничего не сохранилось. Последующие 3 столетия всерьез восстановлением обители никто не занимался. До братьев Ивана и Захара Закарянов. Это военачальники грузинской царицы Тамары. Это когда в XII-XIII веках пришелся пик могущества Грузии, которая в тот период времени являлась сюзереном Армении. В 1250 году здесь появляется необычная реликвия, давшая обители новое название Гигард. Это слово означает копье. А если говорить о полном имени обители, то оно звучит так: Сурб Гигардаванг, то есть монастырь Святого Копья. И речь идет, конечно, о копье Лонгина, которым этот римский центурион пронзил ребро умершего на кресте Иисуса Христа. В настоящее время копье выставлено в музее Ичмиадзина. Гигард становится одним из лучших обителей Армении. Монастырь 7 церквей и важнейшим местом паломничества аж до 1604 года, когда случается так называемый Великий Сургун. Это изгнание армян в Персию, и поток паломников сюда заметно снижается. Вдобавок к этому в 1679 году происходит сильное землетрясение, которое нанесло огромный ущерб зданиям монастыря. Тогда как раз Святое Копье и перенесли в Ичмиадзин, и в последующие века обитель оставалась лишь убежищем для пастухов и селян от кочевников. Возрождается Гигард, уже находясь под властью Российской империи. Чем уникален Гигард для нас, потомков? Дело в том, что часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблена внутри скал вручную. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары. Это традиционные армянские каменные памятные кресты. Со всех сторон монастырь окружают скалы и пещеры. Снаружи к монастырю примыкает целый комплекс подземных храмов, келий и погребов. Также в скалах вручную выбиты комнаты монастыря. Внутри темно и прохладно. Представляете, как хорошо тут летом, когда снаружи стоит жара в 40 градусов. Пройдя через комплекс, можно увидеть второй, это восточный вход, а также мост через ручей. А как тут хорошо поется из-за необычной акустики. И если ваш гид умеет петь, то вы услышите вот такое прекрасное пение в его исполнении. В общем, монастырь Гигард произвел на меня поразительное впечатление. В нем в зимний день, не знаю уже как в летний, но в зимний очень тихо, спокойно и уютно.
Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Оцените это видео, поставьте лайк, ну и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Они выходят еженедельно. Да, и напоследок хочу сказать, что компания Travel.НРФ организует горнолыжные туры в Сочи, Архыз, Домбай, Эльбрус, а также авторские туры в Дагестан, Армению, Грузию, в целом по Краснодарскому краю. И также еще индивидуальные экскурсии на курортах Черноморского побережья. Если вам интересно, то ссылку сайта оставлю в описании под видео. Еще можете глянуть и другие видео на моем канале. Всем удачи и пока!